Всем привет! Вы на канале Едем жить в Узбекистан, и это вторая часть ответов на ваши вопросы. Итак, где ты это все купил? В 2-3 раза дороже. Корзинка — самый дорогой магазин. Руслан Владимиров, вероятно, местный. Да, корзинка — дорогой магазин, по аналогу, наверное, в России типа Икеа. Но это самый ближайший к нам магазин, и я закупался там. Частично я закупался еще, съездили в Самарканд, Дарвоза, и часть продуктов покупали там. Я не привык ходить по рынкам, мне проще прийти в ближайшее место, в адекватное, где есть ценники, и закупаться там. Вопрос от Растепы Ксю. Расскажите, пожалуйста, качество связи, интернет. Если 5G и сколько стоит? Спасибо. 5G есть, но он есть только на территории Ташкент-Сити. Я его, кстати, еще не пробовал. Говорят, что работает хорошо. Качество связи, сотовая связь нормальная. Интернет тоже на уровне. В месяц домашний интернет нам обходится в $9. Есть тарифы за $19. $9 это 100 мегабит в секунду. $19, там, по-моему, что-то в районе 300 мегабит в секунду. Скорость хорошая, летает, но иногда пару раз у нас отключался интернет из-за проблем с кабелем. Кстати, о затратах здесь я рассказывал вот в этом видео, посмотрите его, может быть, вы его пропустили. Вопрос от Дилабар и Гамбердиевой. Мне бы хотелось, чтобы вы сравнили Узбекистан со своей Россией, со злым населением, беспределом полиции, обнаглевших скинхедов. Если ты говоришь на своем языке, тебя не будут знать. Этого нет в Узбекистане. Да, Дилабар, действительно, Узбекистан очень гостеприимный. Здесь открытое, доброе население. Здесь нет беспредела полиции. И если у меня возникают какие-то проблемы, я не знаю, куда пройти или что-то, как я могу спокойно обратиться к полицейскому и с ним стоять, просто разговаривать на какие-то отвлеченные темы. Однажды ко мне подошел гаишник, ему просто было делать нечего. И 15 минут я просто с ним говорил о жизни, обо всем, как тут устроено, там, где он живет. Просто как бы мне так неприлично, что можно с полицейскими, с гаишниками, и с людьми в погонах говорить на какие-то такие простые приземленные темы, они такие добрые, открытые. Посмотрим, может быть, я выпущу видео сравнения именно России с Узбекистаном. Амина спрашивает, а где лично вам больше понравилось жить, в Узбекистане или России, если сравнить? Ну, с самого детства я жил в России, и мне там нравилось, но времена меняются, меняется ситуация, и сейчас мне больше нравится в Узбекистане. Здесь действительно гораздо лучше по сравнению с нынешней Россией. Наверное, правильнее сравнить старую Россию и тогда, честно, сравнить старый Узбекистан, как здесь было еще при предыдущем президенте. И в этом выборе я бы сделал выбор в сторону России. Сколько дней может быть без регистрации при переселении? В плане, если выписались с одной квартиры и в другую. Смотрите, у вас за год не должно накопиться более 15 дней. Приехали 5 дней, не было регистрации, потом вы поселились, у вас есть в запасе 10 дней. И вот вы можете их использовать. Но желательно организовывать свое переселение так, чтобы день в день селиться. В день выехали, сразу селились. Если будут какие-то проблемы у вас при выезде, и у вас, например, будет 15 дней набрано маленькими кусочками, там по 2, по 3 дня, и будет, там, например, 20 дней, ну по 2, вот так. Вы спокойно на границе говорите, что вы эти дни были в пути, вы ехали с одного города в другой, и вас не оштрафуют, к вам не прицепятся. Здесь органы идут всегда к вам навстречу, они слушают вашу проблему, и вас никто не будет за это штрафовать. Автор, сколько ты живешь в Узбекистане? Спрашивает некий КС. Я живу уже 7-й месяц здесь. Сколько ты времени будешь в Узбекистане? Спрашивает Адил Раскулов. Посмотрим по ситуации, но я планирую, что я здесь буду где-то от 5 до 10 лет. Где-то такой интервал, я думаю, прожить в этой стране. Если можно, про ремесло художников искусства, выставки, спрашивает Шархан. Шархан немножко не мой формат, туристические темы, всякие ремесло, куда поехать, мы даже не будем рассматривать. Мой канал заточен больше на релокацию, на помощь переезжающим, на какие-то инструкции, тематики, как снять жилье, где, чтобы вас не обманули, как найти работу. Много ли айтишников и программистов переезжает в Узбекистан? И сколько составляет их официальная зарплата? Ник YouTube. Да, много переезжает, айтишники сейчас едут не только в Узбекистан, они едут по всему миру. Кому нравятся теплые страны, те едут в Узбекистан. Здесь создан целый IT-парк, можете зайти на их сайт, посмотреть вакансии, посмотреть зарплаты. Айтишников доход где-то примерно от 5 до 10 тысяч долларов. Вот у айтишников доход хороший везде, не только в Узбекистане. Привет, а в городе Наваи как жить? Спрашивает Ирина Корнилова. Ирина, я не был в Наваи, я не знаю, как там жить. Хороший вопрос, как там жить? Наверное, как-то там жить можно. Если есть работа, жить можно везде, хоть в Наваи, хоть в Ташкенте. Можно ли в Ташкенте открыть частный кабинет, легально или нелегально, чтобы оказывать людям психологическую помощь? Да, можно открыть в Ташкенте частный кабинет. Не надо нелегально,
легально оформляйтесь как самозанятый, налог $28 в год. Об этом подробно мы рассказывали вот в этом видео, посмотрите его. И психологическая помощь здесь очень востребована, психологи здесь очень нужны. Мужчины пока еще не привыкли к ним обращаться, а женское население этими услугами пользуется очень часто. Эту тему мы немножко подняли вот в этом видео про жизнь женщин в Узбекистане. Спрашивает Ариф Рахимбаев. Хотел бы узнать ваше мнение про Самарканд. Наверное, да, стоит отдельное видео снять про Самарканд. Мое мнение, но он такой аутентичный, старый, интересный город. Небольшой, там нету пробок, но есть минусы, там везде канавы, реки, везде ступеньки, перед каждым домом это своя территория, и как только темнеет, там ходить вообще невозможно, освещения нету, вот это минус. А вообще, я не знаю, я привык все-таки жить в больших городах, мне большие города нравятся больше. Маленькие города я рассматриваю, наверное, для таких каких-то туристических поездок, я не привык к маленьким городам. Хотя 3 года я прожил в Геленджике, на 3-й год там уже было, конечно, тяжело, когда тебе не хватает театров, тебе не хватает чего-то такого культурного. Ну, не хватает этого, как вот может не хватать вкусной еды, так не хватает искусства. Поэтому я люблю большие города. Хуршида Салиева. Извините, но платите патент, как наши мигранты-узбеки. Почему этот вопрос решил озвучить? Друзья узбекистанцы, многие из вас мне часто пишут, можете посмотреть в комментариях, вот бы русским сделать также патент, как вы мучаете нас, узбекистанцев, в России. Здесь есть патент. Я для того, чтобы здесь работать, плачу $900 в год. Стоимость патента $900. В прошлом году была $90, но сейчас его подняли. Ну, как сказать, я плачу. За меня платит работодатель. То есть для того, чтобы русским здесь работать официально по договору найма, они платят патент. Вы можете мне оставлять эти комментарии, я их оставляю. Но вы не осведомлены о своих же законах. Котенка тоже привезли с собой, спрашивает Салом Ата. Да, кота мы тоже привезли с собой. И о том, как это сделать, сделаем видео, ссылочка потом появится вот здесь. Часть вопросов у нас составлена как советы. Давайте их почитаем. Многие рекомендуют уметь торговаться. Действительно, я хочу сказать, что для того, чтобы здесь жить 3 раза дешевле, нужно уметь торговаться. Я торговаться не умею. Меня вот просто напрягает что-то кого-то выклянчивать, цену сбивать. Там, я не такой натуры человек. Я привык заходить в магазин, вижу ценник, я понимаю, что это дорого или эта цена меня устраивает, я по этой цене покупаю. Если что-то дорого, я иду в другой магазин. Но для того, чтобы вам экономить, если у вас маленький доход, да, торговаться, если вам это нравится, надо уметь. Закупаться не в магазинах, а на рынках. Вот такая рекомендация. Опять же, да, если вам не хватает денег на жизнь, вы хотите сэкономить, то один из способов хорошо сэкономить – это закупаться на рынках. Учите минимальный язык, тогда вас сразу будут уважать. Это очень хороший совет. Если вы знаете хотя бы элементарные простые фразы, то узбекистанцы вас начинают очень сильно уважать и вам помогать. Буквально достаточно выучить 10 фраз, там 30 слов, и вы сможете нормально поздороваться, там что-то спросить. Это очень хороший навык. Уважать местных, их религию, обычаи. Этот совет полезен во всех странах, не только в Узбекистане. Везде, куда вы едете, нужно уважать и обычаи местные, и религию, и тем более местных жителей. Было бы глупо завалиться в Норвегию и кричать там «форель говно», да? То есть нужно быть культурным человеком. Местные всегда постараются помочь. Нужно просто спросить, и они ответят. Советом и словом они помогают всегда. Если вы не знаете, куда пройти, что где найти, как что-то где-то, то это всегда спрашивайте у местных, они вам всегда помогут. Это вообще не вопрос. В самом Ташкенте жить дорого, в регионах дешевле. Если у вас дистанционный заработок, вы приехали жить в Узбекистан, то тогда лучше выбрать действительно какие-то регионы. Там и природа может быть красивее, где-то в горах можно поселиться, и там будет в разы дешевле, чем в Ташкенте. Про товары с Алиэкспресс. Можно попросить указать продавца низкую цену, например, $20. Да, вот в этом видео я рассказывал в конце о том, как мне прислали телефон. Я в итоге развернул, потому что я не знал, что нужно платить еще налог за растаможку, так сказать. Товаров больше $100. Может быть, можно попросить продавца на Али указать маленькую цену. Я пока этим лайфхаком не пользовался. Может быть, да. Часть комментариев к видео у меня оставлена как поправки. В некоторых видео я допускаю ошибки и хочу их рассмотреть. Про воровство невест. Действительно, как выяснилось, в Узбекистане узбекистанцы невест не крадут. Это обычаи казахов. Но у меня тогда вопрос к местным. Почему на телеканалах много объявлений о пропаже девушек? Я вот это не могу понять. Если вы их не крадете. То есть что такое? Или это все казахи? Про существование обращения на «ты». Я считал, что в языке нет обращения на «ты», потому что все поголовно обращаются на «вы». И на «ты» их никак не перевести. Выяснилось, что у них есть, и на «ты» обращается муж к жене на «ты», и могут обратиться совсем старшее поколение, там дедушка, может обратиться к внуку на «ты», а так везде обращаются на «вы». Также много комментариев типа «Добро пожаловать в Узбекистан, уважаемые туристы». Ой,
узбекистанцы, поймите, сейчас часть людей к вам приехала не как туристы, а как уже постоянные жители. Ну, хорошо, что вы нас добро встречаете. Всем узбекистанцам, которые нас поддерживают, рахмат. Приятно получать большое количество комментариев и от узбекистанцев, и от русских. Приятно читать вопросы от русских. И тем более видеть, что на них отвечают узбекистанцы. Причем зачастую они отвечают более развернуто и более точно, чем я. А я рекомендую посмотреть вам видео про отношение к женщинам Узбекистана, в котором мы раскрываем все вопросы и развеем некоторые мифы. Вот оно.